еще не утро. Не, да, одно? Ну да, храм есть красивое, комфортное дерево, которое 1000 лет. Что уводит с улицы Ленина. Третий день нашего путешествия. Терпится уже увидеть остров Якушима, на который мы стремимся попасть 2 года. Ты выйдешь? Ну, как аристократка, идущая в 1 классе. Сниму, когда мы поближе подойдем. Вот столько народу. Различные атмосферные процессы. Где хотим? Вот там? Я где? не знаю, ты определись. Я не знаю, что ты ешь. Вот палатки поставили. Пьем кофеек. Все, поехали. Обливаться, блин, от воды. In 200 meters, turn left. Ой, мы по обычной едем дороге. У нас времени до хера. Нет, так там по времени самое интересное, что по времени вообще разницы нет. А зачем доплата? この先、一時停止があります。 Посмотрим в темноте по сторонам. Ну, как хочешь, конечно. Доброе еще не утро. Время 4 часа утра. At the stop sign, turn left, then turn right. Таню с Егором зачем-то уже вытащила на улицу. Не спится им. Хотя план был Тепло. проснуться в 4 только. В теплой кроватке не спится. Конечно. Зачем спать в теплой Left, кроватке? turn right. Ну уж очень некомфортно, когда дедушка с бабушкой такие милые. И чтобы не будить их, мы потихонечку собрались и свалили. У нас еще куча времени до парома. Вот, поэтому будем... Поспим на пароме. Поспим на пароме. У нас каюта 1 класса. Удобная, с кроватками. Так. Машин нету. Нет, нету. А Так. вот когда желтый светит, это ехать? Это можно? дежурный. Это всем можно ехать. Всем Со- со всех сторон? Да. Очень. Это дежурный свет, чтобы не держать ночью трафик. Итак, мы покидаем очень гостеприимный город Аира и двигаемся в сторону Кагошимы. Как Таня вчера прочитала, ничего особенного в городе Аира нет. Это пригород большого города Кагошима, которая столица одноименной префектуры. И в основном все ездят на работу в Кагошиму. Здесь есть камфорное дерево, по-моему, древнее, да, одно? Ну да, храм есть красивое, комфортное дерево, которое 1000 лет. Вот 1000 лет, да, комфортное Но все дерево. равно здесь много предлагают всяких, допустим, опыт такой, если хочется из бамбука плести корзины научиться. Это дедушка с бабушкой предлагают, да? Или нет? Я не знаю. Может, дедушка с бабушкой, может, куда-то идти надо. Прогулки по городу. Поездки на великах. Да, ну вот такой вот небольшой городок. Южный, расслабленный такой. Но достаточно создало впечатление зажиточный. Вот тот район, где мы жили, там все дома такое, да, 1 к 1, такой Прямо очень... современные такие, видно и материалы современные, и дизайны, и даже заборы такие. Ну, в общем, круто просто. Дизайнерские решения всякие. Вот, так что мы очень рады, что в удобных кроватях выспались. Во всяком случае, поспали. Ну, поспали, просто когда нужно вставать в 4 утра, переживаешь же, что проспишь. И поэтому
начинаешь уже в 2 просыпаться. Ну да. Тем более на новом месте. Едем мы сейчас по дороге прямо, будем ехать по побережью залива Кагошима. Light, turn left, then turn right. Прямо напротив знаменитого этого вулкана Сакураджима. Ну, Джима это вулкан, Сакура это вулкан Сакура. Не знаем, будет его видно или нет. Ну, рассвет должен хотя бы наступить. Так, здесь куда-то он меня сворачивает. Continue for 1 kilometer. Вот. Так что едем вперед. Следующая наша остановка где-нибудь позавтракать и попить кофе. Но это уже в районе будет порта. Да, в районе порта, правильно. Города Кагошима. И вот второй раз в нашей жизни мы заехали в город Кагошима. Ну, вернее, мы ездили туда, заезжали, выезжали. Это 3-й раз получается. Вот такой большой город. Едем, наверное, по улице Ленина. Meters, turn left. Ой. Так, я забыла смотреть. Так, и ищем какой-нибудь магазин первой доступности, чтобы попить кофе. At the light, turn left. Signs for Kagoshima Santa. Вот. Но он нас куда-то уводит с улицы Ленина на улицу Энгельса. Едем дальше. А ферри. Прямо, да? Прямо, да. Не написано 1-2, но может день дальше будет. Так, машин нет? Нету. Нет, нету. Пробираемся мы к терминалу. Вон то треугольное здание. Но тут должно быть такая по кругу Не написано. проезд. Так что вот здесь вот с 2 сторон должны быть стоянки. И вот огромные. Вот этот, да. Корабли. Но их много здесь. Да. Вот один из них наш. Давай справа. Так. который. Значит, смотри, ну Ну, я я смотрю, Якошима 2, где написано. вот но сюда пока вот, непонятно. вот сюда надо будет Your зайти. Вот, destination is on the left. да, вот здесь треугольное это здание. Я говорю к тому, чтобы мы сейчас посмотрели. Угу. Вот здесь билеты, а вот там вот справа Угу. регистрация машины. Но Так. нам сначала нужно машину зарегистрировать. Сначала, да, то есть мы сейчас становимся где-нибудь здесь вот на паркинге. Ну, заехали мы в порт, терминал отправки парома на Якушиму. Нам надо будет сейчас регистрировать машину, выкупать билеты и так далее, и так далее. Но время еще есть. Сейчас без 15:06.
Все открывается в 7:30. Так что у нас еще 1,5 часа. Курить бамбук. Таня, естественно, уже убежала фотографировать. Вот. Ну, а я сижу в машине. Ждем отправки парома. Потихонечку собираются машины для заезда. Гордо возвышается вулкан Сакураджима над водами залива Кагошима. Я смотрю на эту красоту и радуюсь. Третий день нашего путешествия. Мы уже с утра поездили на машине. За моей спиной находится вулкан Сакураджима, который Таня все мечтала увидеть. Мы сейчас ждем регистрацию на паром. Паром тоже вот сейчас будет за моей спиной. Вот огромный корабль, на котором мы будем полдня, ну, до 12:30 будем двигаться в сторону Якушимы. Порядка 70 километров надо пройти. Прекрасное утро. Отличный закат, вернее рассвет намечается. Мы ждем в своей очереди. Очень интересно. Не терпится уже увидеть остров Якушима, на который мы стремимся попасть 2 года. Скорее бы уже. Скорее бы. И также хочется посмотреть нашу каюту 1-го класса на этом большом и белом корабле. Заезжаем на паром. Так, надо... Может, у них есть поклонники, знаешь. Глянь, велосипеды трясут. Сейчас нас тоже будут они, наверное... О, смотри, тут еще наверху, как наверх машины. Which one?
Первый класс. Ой, а что такое? А где ж первый класс? Такой вот у нас в этот раз первый класс странненький. Первый раз первый класс. Да, где кровати, а где ванная обычная. И сколько здесь человек в этом первом классе будет? Не знаю. Прикольно. Ну ладно, зеркало есть. Зачем? Снимаю лайф. Ну, как аристократка, идущая в первом классе, должна соответствовать. Надо привести себя в порядок. Да. Да? Губы сейчас накрашу. Дресс-код, соответственно. Вообще прикольно. У нас один раз был первый класс. В Ришире мы так шли. А? Мы шли от Хоккайдо до Ришири, острова. Там было 40 минут. Ну, по крайней мере, там перегородки были такие, где каждый лежал. И там подушки были, одеяла были. А вот такое было в общем зале. Да? Да. Но что самое интересное, что Но на двери правильно первый класс написано. на сайте такие красивые Каюта? каюты. Да. Может, на обратном пути это у нас такое? Не знаю. Ну ладно, какая разница? Ну, Мы дома спим на полу. Можем нет, поспать. да, имеем, что имеем. Да. 4 часа поваляемся на полу, ничего страшного. Конечно. Вот подушечки есть. Не пропадем. Да. Если много не будет народу, я зарядку буду сейчас делать. 30 минут как раз у меня зарядка. Ну да, можешь зарядочку сделать. Если тут не будет людей. Это так себе развлечение будет Ну да. для людей. Свечу фонарь. О, кстати, класс. Где? Это не по записи. А, У меня идея. ну понятно. Ой, скорее бы уже, через полчаса. Смотри, у тебя туканчики, Да. а у меня медведи. Мы в японском стиле. Ура! Скорее бы идти уже по морю, по волнам. Я сейчас пойду схожу наверх, посмотрю, откуда можно вулкан снимать. Да, иди. А справедливость восторжествовала. Все-таки хорошо работает система. Представитель компании позвонила моей помощнице и спросила: а вы в курсе, что ваш шеф понизил себе класс? Вместо, короче, специальной комнаты взял всего лишь первый класс. Вот, так что вот такая у нас комната теперь. Мы вернули себе. Правда, нам придется доплатить, когда мы придем в Якошиму. Ну, тем не менее. Вот это уже совершенно другой коленкор.
4 часа будет не так скучно. Заюш, ну расскажи, ты как? Довольна теперь всем? Счастлива. Сижу в окно, смотрю на вулкан. Жду извержений. Но его сегодня не должно быть. Нет, сегодня не изъели. Ну, он здесь не записано, но по ТикТоку это. Они сильного не будет, по какому я мечтаю. Ну, ты говорила, что там заранее обычно начинается. Заранее, и здесь оповещают, зависит от месяца, потому что это не просто вот так вот, все палит, в раз неожиданно извержений. То есть это за несколько месяцев начинается землетрясение за день, потом уровень залива поправится, да? Вот. Тут есть решающие факторы. Ну и не нас вкусили подарок. Но все равно... Сейчас сижу, еще. Я тебе обещал показать вулкан, я тебе показал. В общем, говорю, Ну, а пока идем к выходу из залива Кагошима. Мы будем проходить вот тот вулкан, вот Каймондаки, который мы с тобой в 23-м году покорили. да, вот Тогда здесь входили. написано, что он действующий, ну как-то я там даже не кратер. Не, там кратера я как такового не помню, он, наверное, зарос весь. Но мы поднялись к столбику тогда. Есть Ну там 937 метров. у нас на канале есть видео, как мы туда ходили. Вот я вставлю здесь в эту, ну не ссылочку, а как она называется, картинку с обложкой этого видео, чтобы можно было найти у нас на канале. Сейчас я его сниму, когда мы поближе подойдем. Пока еще минут 20, наверное, нужно идти. А всего нам порядка 70 километров. Или оно 70 километров от края Кисю, так что нам много идти. Наверное, ну идти еще 3,5 часа больше, да. Потому что через 20 минут где-то. А? Почему-то. Ну, я смотрел, мне показалось через 20 минут. Вышли мы из порта Кагошимы и продвигаемся уверенно в сторону острова Якушима. Прекрасный вид за окном. Как раз проходим мимо вулкана Сакураджима. Красота. Вот заходим мы в гавань острова Якушима. Встречающих не видно, вывесок не видно.
Делегация встречающих. Все в синих халатах. Скажешь сначала. Не, они будут. Да, не получится. Показывают. Выезжаем. Теперь нам перед тем, как куда-то ехать, надо найти офис билетный. Ну, я думаю, он на вокзале, да, Заюш? Ну да. На вокзале же билеты продают. Вот он. Надо, может быть, где-то... А, выехать вон там на стоянке, встать, да? Я думаю, вот тут сейчас станем где-нибудь. Близко не ставь, так близко. Все, пойдем? Проверь, что Пойдем, там сейчас проверим. железки эти, железные выемки. Я боюсь уже. Уже 2 раза задели, 3. Вот сколько народу, очень много детей. Но сегодня пятница, может, вот столько народу. Ну, вроде мы приехали, зарегистрировались в этот кемпинг. И сейчас едем устраиваться. Ну да, напоминает Ришири. Там же тоже вот так вот, ну, горы были. Да-да-да. Вдалеке. Мы с Таней Guest обсуждаем house. вот эти, которые острова находят, высокие острова с горами, которые находятся по центру океана, они являются как притягивают к себе, как магнитом притягивают различные атмосферные процессы, и получаются тучи постоянно. И вот сейчас мы пока шли на корабле, погода была прекрасная, солнечная. Мы добрались до острова, и все, тут тучи, где-то дожди. Ну, это как бы ожидаемо. Это ожидаемо. Сегодня еще будет в течение, по прогнозу, в течение часа могут быть дожди, а потом без дождей. Едем в кемпинг. Нас предупредили, что будут козы ходить к нам в гости. Ну, посмотрим. Но виды очень красивые вот этих гор. Да, Тань? Да. Они еще такие не однотонные, да? Ага. Светло-зеленые, темно-зеленые. Влажность Прям здесь очень красиво. высокая. Тепло. 22 градуса. Серьезно? Да. Ну такие, 22 должно быть жарко. А сейчас что-то комфортно. Или мы еще замерзшие, потому что Ну, мы еще, да, не... из зимы. meters, turn left. И вот следующий поворот, вот за этим большим желтым зданием. Речку мы пересекли, да. Да, Надо сказать, речку пересекли. пересесть. Вот тут что, смотри, это Это Лондри. Ой, как раз смотри, как хорошо. In 400 meters, continue straight.
Да. Где стирать вещи мы нашли. Вот это Ага. кемпсайт. Нет. Еще туда мы А. доедем. Там еще 500 метров. Ну да, здесь футбольное поле. Это что? Индийский ресторан, пожалуйста. С голоду не А то вы помрем. по каре, наверное, соскучились. Так, вот здесь вот сейчас будет поворот к этому. Но пока все то, как я смотрел. Мгм. Очень похоже. Да, вон он, наверное, будет бегает. заезд. Вот Вот. там один человек есть. Как раз нам сказали же, что там один человек. Да. Вот здесь. Ну вот. Вот это же. По-моему, Нет? да. Но с другой стороны, это не похоже на кемпсайт. А где Нет, нет, обещанные нет, не это овцы? кемпсайт. Не Your это кемп. destination is on the right. Ну, потому что А. сюда надо заехать, по-моему, вот сюда. И там вот за Осторожней. этим, это я смотрел. Ой-ой-ой. Осторожно. Не, и здесь И велосипеды. один человек. Ну, одна машина, она, наверное, имела в виду. Ну, одна коза. Где хотим? Вот там? Не, где? не знаю, ты определись. Я что-то не вижу, где туалет. Там был на картинке. И такая, козы, ну прямо. Можно вот здесь поставить. Если, мне кажется, здесь хорошо, не? Ну, выглядит прикольно Ну, здесь прямо достаточно. козы. Какая одна А штука? посмотри, где эти? Мы вот заехали вот отсюда. Нет, мы, наверное, заехали вот Да, вот отсюда вот мы заехали. Мы можем туда дальше проехать. Ну, давай покатаемся. Надеюсь, что... Мне кажется, нужно ближе, где что-нибудь туалет. Вот это вот коза, вот они. Вот, а не та одна штука. А, тут аж Вот. 3. Ой, вот тут лучше, посмотри, какой вид, Егор. Прям вот здесь, где полено. М? Представляешь? Красота. Да? Смотри, как хорошо. И как раз здесь можно это шашлыки делать. Приехали куда-то. Я пойду проверю, Смотрим. вода есть, нет.
Что у нас тут такое на кемпсайте? Под какие звуки мы будем просыпаться с утра? О, здравствуйте, козы. Красавчики, какие красавицы. Вот такая у нас тут ферма. Привет, привет. Привет, привет. А что тебе дать? У меня ничего нет. А что дать? Я не знаю, что ты ешь. Поэтому я могу только травку сорвать тебе и дать. Ну вот наступил наш первый вечер на Якушиме. Мы уже поставили лагерь вот сзади. Сейчас только приехали из магазина, купили чем поужинать. И будем наслаждаться. Погода очень хорошая. Порядка 20 градусов, 20-21 градус. Высокая влажность. Очень хорошее место, мы рады. Кемпинг нам нравится. Вот, палатки поставили. Вот, велосипеды смазали. Готовы, короче, только уставшие, капец. Будем кушать, что Бог послал. А что Бог послал? Ой, ничего вкусного, потому что поздно было. Да, кстати, туристическое место, странно. Ну, не странно, нет, если ты у нас в магазин пойдешь к 7, у нас тоже пусто. Вот такой лагерь. Ну вот, подошел первый день на острове Якушима к концу. Взошла луна. Мы уже полностью поставили лагерь. Сидим, пьем кофе. Не знаем, как завтра получится пойти, очень уставшие. Да. Вот у нас пьем кофеек, расслабляемся. Танюша, что хочешь сказать нашим подписчикам? Мы устали, пора идти спать. Устали, Завтра пора в идти 9 утра спать. вставать. Да. А сегодня мы в 2 встали. Сегодня встали мы в 2. Да. Завтра в 5, поэтому надо... Завтра просыпаемся, посмотрим, что день грядущий нам принесет. Все, пока-пока. Thank you.